Кливи лег навзничь и воззрился на небо. Он слишком устал, чтобы двигаться, да и тело, покрытое кровоподтеками, ныло. Что предстоит ему ночью? Выходят ли звери на охоту? Или на ночь устанавливается некое перемирие? Ему было наплевать. К черту! Белок, волков, пантер, львов, тигров и северных оленей. Он уснул. Утром он удивился, что еще жив. Пока все идет хорошо. В конце концов, денек может выдаться и не таким дурным. В радужном настроении Кливи направился к своему кораблю. От почтолета 243 осталась лишь груда искореженного металла на оплавленной почве. Кливи нашел металлический стержень, прикинул его на руке и заткнул за пояс, чуть ниже почтовой сумки. Не ахти какое оружие, но все-таки придает уверенность. Корабль погиб безвозвратно. Кливи стал бродить по окрестностям в поисках еды. Вокруг рос плодоносный кустарник. Кливи осторожно надкусил неведомый плод и счел, что он терпкий, но вкусный. Он до отвала наелся ягод и запил их водой из ручейка, что журчал неподалеку в ложбинке. Пока он не видел никаких зверей. Как знать, сейчас они чего доброго окружают его кольцом. Самое верное дело затаиться, пока не придут спасатели. Он блуждал по отлогим холмам, тщетно пытаясь найти скалу, деревце или пещерку. Дружелюбный ландшафт мог предложить разве что кусты высотой в 6 футов. К середине дня он выбился из сил, пал духом и лишь тревожно всматривался в небо. Отчего нет спасателей? По его расчетам, быстроходное спасательное судно должно прибыть за сутки, от силы за 2, если почтмейстер правильно указал планету. В небе что-то мелькнуло. Он взглянул вверх, и сердце его неистово заколотилось. Ну и картина. Над ним, без усилий балансируя гигантскими крыльями, медленно проплыла птица. Один раз она нырнула, словно проваливаясь в яму, но тут же уверенно продолжила полет. Птица поразительно смахивала на стервятника. Кливи побрел дальше. Еще через мгновение он очутился лицом к лицу с 4 слепыми волками. Теперь, по крайней мере, с одним вопросом покончено. Кливи можно выследить по характерному запаху его мыслей. Очевидно, звери этой планеты пришли к выводу, будто пришелец не настолько чужероден, чтобы его нельзя было съесть. Волки осторожно подкрадывались. Кливи испробовал прием, к которому прибег накануне. Вытащив из-за пояса металлический стержень, он принялся воображать себя волчицей, которая ищет своих волчат. «Не поможет ли один из вас, джентльмены, найти их? Еще минуту назад они были тут. Один зеленый, другой пятнистый, третий...» Быть может, эти волки не мечут пятнистых детенышей. Один из них прыгнул на Кливи. Кливи огрел его стержнем, и волк, шатаясь, отступил. Все 4 сомкнулись плечом к плечу и возобновили атаку. Кливи безнадежно попытался мыслить так, как если бы его вообще не существовало на свете. Бесполезно. Волки упорно надвигались. Кливи вспомнил о пантере. Он вообразил себя пантерой, рослой пантерой, которая с удовольствием полакомится волком. Это их остановило. Волки тревожно замахали хвостом, но позиции не сдали. Похоже было, что волки не слишком-то поверили спектаклю. Быть может, Кливи бездарно изобразил пантеру. Волки больше не отступали. Кливи свирепо зарычал и замахнулся импровизированной дубинкой. Один волк стремглав пустился на утек, но тот, что прорвался в тыл, прыгнул на Кливи и сбил его с ног. Барахтаясь под ними, Кливи испытал новый прилив вдохновения. Он вообразил себя змеей, очень быстрой, со смертоносным жалом и ядовитыми зубами. Волки тотчас же отскочили. Кливи зашипел и изогнул свою бескостную шею. Помимо своей воли он повернулся и поднесся прочь. Волки рванулись вдогонку, и, бросив взгляд кверху, Кливи увидел, что в предвкушении поживы слетаются стервятники. Космонавт, он хорошо знал, как выглядит планета сверху. Кливи решил превратиться в птичку. Он представил себе, как парит в вышине, легко балансируя среди воздушных течений, и смотрит вниз на ковром расстилающуюся землю. Где же спасатели? Времени у них было предостаточно, решил Кливи. Почему их еще нет? Если будут слишком долго мешкать, пантера...
Не надо было так думать. В ответ справа послышался звериный рык. Кливи встал и отошел подальше. Уж лучше иметь дело с волками. Об этом тоже не стоило думать, так как теперь к реву пантеры присоединилось рычание волчьей стаи. Пантера двинулась вперед. Волки оставались на почтительном расстоянии, по-видимому, намереваясь удовольствоваться остатками трапезы. Эх, окажись тут скала или хотя бы приличное дерево. Но ведь рядом кусты. С изобретательностью, порожденной отчаянием, Кливи стал 6-футовым кустом. Вообще-то он понятия не имел, как мыслит куст, но старался изо всех сил. Теперь он цвел, а один из корней у него слегка расшатался после недавней бури. Но все же, если учесть обстоятельства, он был отнюдь неплохим кустом. Краешком веток он заметил, что волки остановились. Пантера стала метаться вокруг него, пронзительно фыркнула и склонила голову на бок. «Ну, право же», — подумал Кливи, — «кому придет в голову откусить ветку куста? Ты, возможно, приняла меня за что-то другое, но на самом деле я всего-навсего куст. Не хочешь ведь набить себе рот листьями, и ты можешь сломать зуб о моей ветке. Слыханное ли дело, чтобы пантера поедала кусты? А ведь я и есть куст. Спроси у моей мамаши. Она тоже куст. Все мы кусты. Истори, с каменноугольного периода». Пантера явно не собиралась переходить в атаку, однако не собиралась и удалиться. Кливи не был уверен, что долго протянет. О чем он теперь должен думать? О прелестях весны? О гнезде малиновок в своих волосах? На плечо к нему опустилась какая-то птичка. «Ну, не мило ли?» – подумал Кливи. «Она тоже думает, что я куст. Намерена свить гнездо в моих ветвях. Совершенно прелестно. Все прочие кусты лопнут от зависти». Птичка легонько клюнула Киви в шею. «Полегче», – подумал Кливи, – «не надо рубить сук, на котором сидишь». Птичка клюнула еще раз, примериваясь, затем прочно стала на перепончатые лапки и принялась долбить шею Кливи со скоростью пневматического молотка. «Проклятый дятел!» Он взгреб птичку и швырнул ею в пантеру. Пантера щелкнула зубами, но опоздала. Мгновенно Кливи снова превратился в куст, но игра была проиграна. Пантера замахнулась на него лапой. Он пытался бежать, споткнулся о волка и упал. Пантера зарычала над его ухом, и Кливи понял, что он уже труп. Пантера оробела. Тут Кливи превратился в труп до кончиков горячих пальцев. Он лежал мертвым много дней, много недель. Кровь его давно вытекла, плоть протухла. К нему не притронется ни одно здравомыслящее животное, каким бы голодным оно ни было. Казалось, пантера с ним согласна. Она попятилась. Волки испустили голодный вой, но тоже отступили. Кливи увеличил давность своего гниения еще на несколько дней и сосредоточился на том, как ужасно он неудобоварим. И вдруг до него донесся подлинный запах гниющей плоти. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что рядом опустилась исполинская птица. На земле ее назвали бы стервятником. Кливи едва не расплакался. Неужто ему ничто не поможет? Стервятник подошел к нему в перевалочку. Кливи вскочил и ударил его ногой. Если ему и суждено быть съеденным, то уж во всяком случае не стервятником. Пантера с быстротой молнии явилась вновь, жалея, что нет поблизости дерева забраться, пистолета выстрелить или хоть факела отпугнуть. Факел! Он полыхнул пантере огнем в морду, и та отползла с жалобным визгом. Кливи поспешно стал распространяться во все стороны, охватывая кусты, пожирая сухую траву. Пришел его черед. Как он мог забыть, что всем животным присущ глубокий, инстинктивный страх перед огнем? Право же, Кливи будет самым огромным пожаром, какой когда-либо бушевал в этих местах. Тут он почувствовал первую каплю воды. Он все горел, но одна капля превратилась в 5, потом в 15, потом в 500. Он был прибит водой. Бедняга вздохнул и лишился чувств. Чертовски удачная работа. Ты берег почту до последнего, а это признак хорошего почтальона.
Может, удастся выхлопотать тебе медаль». Клеви открыл глаза. Над ним, сияя горделивой улыбкой, стоял почтмейстер. Клеви лежал на койке и видел над собой вогнутые металлические стены звездолета. Он находился на спасательном судне. «Что случилось?» – прохрипел он. «Мы подоспели как раз вовремя», – ответил почтмейстер. «Тебе пока лучше не двигаться. Еще немного и было бы поздно». Клеви почувствовал, как корабль отрывается от Земли и понял, что покидает планету 3М-22. Шатаясь, он подошел к смотровому окну и стал вглядываться в проплывающую внизу зеленую поверхность. «Ты был на волосок от гибели», — сказал почтмейстер, становясь рядом с Клеви и глядя вниз. «Нам удалось включить увлажняющую систему как раз вовремя. Ты стоял в центре самого свирепого степного пожара из всех, что мне приходилось видеть». Глядя вниз на безупречный зеленый ковер, почтмейстер, видно, усомнился. Он посмотрел еще раз в окно, и выражение его лица напомнило Клеви обманутую пантеру. Постой, а как получилось, что на тебе нет ожогов?